Всем привет! В этом ролике мы вяжем вот такой интересный, простой фактурный узор. Раппорт узора 2 петли, 4 ряда. Можно вязать как по кругу, так и поворотными рядами. Так он выглядит с изнаночной стороны. Тоже очень интересно. Узор подойдет как для вязания плечевых изделий, так и для вязания каких-то мелких аксессуаров. Мы будем вязать из красивой натуральной пряжи папирус от Fibra Natura. Мотки на 50 грамм, 120 метров. Здесь в составе 77% хлопка и 23% шелка. У данной пряжи очень красивая цветовая палитра. Мой цвет 229-03. Такой приятный желтый. Пряжа очень нежная. Тактильно очень приятная. Отлично подходит для вязания летних изделий. Нас радует натуральный состав. Смотрите, какая интересная скрутка. Хлопковая нить перекручена шелковой нитью. В процессе вязания нить не расслаивается. И очень интересно ложится в полотне. Пряжа подходит как для вязания детских изделий, так и взрослых. Мы возвращаемся к нашему узору. Набираем количество петель кратное 2. Здесь для вязания рекомендуются спицы 4,5, но узор я вязала на спицах номер 3. Первый ряд кромочную снимаем. Провязываем одну лицевую, переводим рабочую нить вперед и снимаем следующую петлю. Это наш раппорт. Одна лицевая. Одну петлю переснимаем, нить перед работой. Снова лицевая, петлю переснимаем. Так вяжем до конца ряда. Одна лицевая, петлю переснимаем, нить перед работой. Довязываем ряд до конца. Последняя кромочная, изнаночная. Во втором ряду все петли провязываем изнаночными, но следим за расположением стенок. Те петли, которые мы снимали, вяжем за заднюю стенку, обычно изнаночные за переднюю. Одна петля за заднюю стенку, одна за переднюю. Петли всегда провязываем за ближайшую стенку, чтобы они не скрещивались. Довязываем ряд до конца изнаночными. Если вы вяжете этот узор по кругу, соответственно, каждый четный ряд провязывайте лицевыми петлями. В третьем ряду формируем узор в шахматном порядке. То есть сначала мы снимаем петлю нить перед работой, затем провязываем лицевую. То есть сместили наш раппорт на одну петлю. Петлю переснимаем, одна лицевая. Довязываем ряд до конца. В четвертом ряду снова все петли провязываем изнаночными. Если вяжете узор по кругу, то здесь все петли провязываете лицевыми. Далее узор повторяем с первого ряда на нужную нам высоту. Вот так красиво, очень просто, фактурно и оригинально. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео.